Однажды, когда я вел один из своих мастер-классов по психологии бесплодия, меня спросили: вот вы так много говорите о связи психики и тела, а как же духовный аспект бесплодия? Ведь рождение ребенка – это Божий промысел. Не все ведь здесь от нас зависит. А что же можно назвать духовным аспектом бесплодия? Влияние высших сил, кармы, Бога или богов, врачей, других людей? Ну, возможно, да. Каждый из нас, следуя по своему жизненному пути, встречается с препятствиями и сложностями. Каждому из нас приходится решать свои собственные задачи. Свои собственные задачи. Решая эти задачи, мы растем, мы приобретаем опыт, а вместе с ним и необходимую внутреннюю мудрость и способность жить более полноценно. Такой процесс называется личностным и духовным ростом. Возможно, это и есть духовность. Возможно. Ну, по крайней мере, в ее человеческом проявлении, а не в мистическом или эзотерическом. Благодаря сложным ситуациям мы приобретаем умение находить в происходящем что-то ценное, то, что нам сейчас на самом деле необходимо, чтобы чувствовать себя более здоровыми и гармоничными. Часто на своих консультациях я говорю об этом на языке метафоры. Сейчас вам нужно найти здесь свое золото. Золото в том, что сейчас происходит в твоей жизни. Я спрашиваю, чему ты учишься сейчас в этой ситуации? Чему уже успела научиться? Мудрость души рождается, когда мы усваиваем уроки наших трудностей, нашей большой школы жизни. Как и в любой школе, после курса обучения вам предстоит сдавать экзамены. А дальше либо вы остаетесь на второй год, либо переходите в следующий класс. И бесплодие, если посмотреть на него с этой стороны, это жизненная трудность, которая дается нам для того, чтобы найти свое золото, чтобы усвоить уроки мудрости души и вернуть здоровье тела, чтобы дальше выйти на более качественный уровень своей жизни. У каждого бесплодия, мужского или женского, есть своя история. Это события, с которых все начиналось. События, которые как-то развивались. И то, к чему в итоге пришли главные участники этой истории. Что они смогли понять о себе, о своих близких, о своей семье, о супружестве, о своем жизненном пути. Какими они стали, побывав в перипетиях бесплодия? Какими ресурсами обладают сейчас, благодаря такому интересному опыту? И думаю, ключевым словом здесь является слово «ресурсы». Это те силы, обладателями которых вы становитесь, когда усваиваете уроки бесплодия. Вот об этом я и буду говорить в этих уроках. Я об этом говорю, потому что сам через это прошел. Я прошел, разбираясь с психологическими причинами, с эмоциональными причинами и телесными, которые запрещают беременность, роды, родительство, материнство и отцовство. Я затронул множество разных аспектов – тело, чувства, эмоции, внутренние убеждения, мифы мышления, травмы базовых психологических потребностей, индивидуальные и супружеские сценарии с бесплодием, с родом, родовые закономерности передачи этого симптома. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы увидеть, чему вас может научить бесплодие на каждом из этих уровней своего проявления. Все уроки доступны по подписке спонсорства на моем канале. Спасибо.